Совсем недавно на официальной странице «Очень странных дел» в Твиттере появилось загадочное сообщение от создателей данного сериала. Они опубликовали пост с открыткой «Привет из Калифорнии» и пообещали увидеться с нами 6 ноября. И как вы думаете, что бы это могло значить? Разумеется, каждый фанат подумал либо о новом трейлере 4 сезона, который, возможно, должен выйти 6 числа, либо о новых новостях, посвященных этому сезону, включая точную дату его выхода. Да, заочно нам было известно, когда должен был выйти 4 сезон, а именно в 2022 году. Однако, это все, что мы знали о дате выхода продолжения. Только 1 год, без месяца и уж тем более числа. И вот, на календаре 6 ноября, и это может значить только одно. Нам нужно ждать много новой информации касаемо 4 сезона «Очень странных дел» от самих создателей. И разумеется, мы ее получили. Собственно, как и ожидалось, мы увидели с вами новый и, скорее всего, финальный трейлер грядущего 4 сезона всеми нам любимого сериала «Очень странных дел», а также узнали дату его выхода. Прямо сейчас вы увидите разбор этого трейлера, а о точной дате выхода мы поговорим в конце. Советую вам подписаться на канал, так как уже очень скоро на нем выйдет еще одно видео, посвященное этому новому трейлеру грядущего 4 сезона. Каким будет его сюжет, какие тайны он будет хранить и чего нам стоит от него ждать, узнаете в новом видео. Ну и про лайк не забудьте, ведь мы для вас очень сильно стараемся. А теперь поговорим о новом трейлере и опубликованной дате выхода сериала. Уже в середине сентября стало известно, что съемки продолжения завершены. Мы больше не в Хоукинсе, стало слоганом нового сезона «Очень странных дел». И как это было ожидаемо, действия 4 сезона будут происходить в новом, еще неизвестном городе штата Калифорния. И новый тизер 4 сезона «Очень странных дел» непосредственно расскажет нам о новых приключениях одной из главных героинь этого сериала по имени 11. Ни для кого не секрет, чем закончился 3-й сезон картины. В борьбе со злом Хоппер погибает, но как потом оказывается, все же выживает. Дина остается без приемного отца и вместе с семьей Байерс, с Уиллом и его мамой, уезжает в другой город, дабы начать новую жизнь с чистого листа. Думаю, не стоит вам объяснять, почему Дина уехала вместе с Уиллом. Ведь вы и так должны знать, что Хоппер, приемный папа 11, любил маму Уилла Джойс. Собственно, вот и причина. Чистый лист семейства Байерс и их новой жизни начался с нового и неизвестного им города и дома, который, судя по большому количеству вышедших трейлеров, будет также хранить в себе много новых тайн и загадок. Собственно, слоган 4 сезона говорит нам об этом напрямую. Мы больше не в Хоукинсе. Как и ожидалось, действия нового сезона будут проходить в другом городе, и как это стало известно, им оказался один из городов штата Калифорния. Данный новый трейлер показывает нам новую калифорнийскую жизнь героини 11, ее трудности, проблемы, а также сложности в новой жизни и приспособленности к обществу. Так как, напомню вам, до этого самого момента и переезда она буквально была отрезана от общества. С самого рождения Дина была подопытным кроликом в лаборатории собственного отца, а как только ей удалось ее покинуть, стать частью общества из-за возможных проблем с правительством и тем же отцом, для нее также не представилось возможным. И судя по увиденному в тизере, эта проблема под воздействием множества новых факторов, включая обучение в школе, стала для нее немного острее. Тут тебе и новое незнакомое место, новая семья, новые знакомые, или в ее случае их отсутствие. В общем, познание социальной жизни буквально разом поглотило 11. Данный трейлер пересказывает нам содержание письма Дины, которое было написано Майку Уиллеру, самому близкому и любимому человеку. Ну а если без шифра, то ее парню, которого из-за вышеуказанных обстоятельств Дине пришлось покинуть по причине переезда из города. Первые кадры трейлера показывают нам пейзажи нового города, собственно, в котором и будут происходить все действия 4 сезона. Напоминаю, что это штат Калифорния. Однако название города пока что остается в секрете. Ну или мы просто не увидели его название. И если это так, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Название города, в котором будут происходить все действия 4 сезона «Очень странных дел». Данный пересказ письма будет происходить от самой Дины, так как напомню вам, что это ее письмо. На первых кадрах тизера мы видим, как семейство Байерс приехало в новый город. На первый взгляд, данное место кажется намного ярче и светлее Хоукинса. Однако все мы с вами знаем, что так кажется только на первый взгляд, ведь там, где есть 11, всегда есть что-то мистическое и страшное. И прошлые трейлеры, вышедшие ранее, подтверждают это. Но сейчас не об этом. На следующих кадрах мы видим с вами тот самый новый дом, в
в котором и будет жить Дина вместе с Уиллом и Джойс, на вид приятный и уютный дом. Однако кто знает, сколько тайн и секретов он может хранить. И если уж на то пошло, то, пожалуйста, прошу вас не путать данный дом с другими, которые были нам показаны в прошлых трейлерах. Внешне, этот дом ну уж точно не похож на дом из трейлера с семьей и заброшенный дом с часами. Однако, в интернете бытует много теорий о перемещении во времени. И кто может знать, чем на самом деле он является, но факт остается фактом. Ни в одном из 3-4 трейлеров данный дом не фигурировал как объект места действия. Идем с вами дальше. На новых кадрах мы видим с вами комнату Дины, в которой, как и ожидалось, мы видим с вами фото ее парня Майка. Сама 11 очень сильно занята делом. Она делает подделку своего старого дома, который находился в лесу, и вместе с ней своего пропавшего отца по имени Хоппер. Как оказывается далее, эта подделка была нужна ей для школы и скорее всего для какого-то проекта, либо какой-то презентации по типу «Как вы провели лето» или «Расскажите о своем доме». Но точных подробностей мы пока что с вами не знаем. Параллельно нам демонстрируют еще одного члена семьи Байерс, Уилла. Под стать своему любимому делу, парень продолжает воплощать свою жизнь в рисунки. Данный кадр мог оказаться обычным, однако все мы с вами знаем, что сериал «Очень странные дела» построен хоть не на больших, но все же пасхалках и отсылках. И как вы думаете, что хотел показать нам автор, демонстрируя данный кадр в трейлере? Как по мне, у этой сцены может быть несколько значений. Либо это обычная сцена, и Уилл банально занят своим любимым делом, либо же он снова увидел другую сторону мира под названием «Изнанка» и пытается ее перерисовать, собственно, как это было и во всех прошлых сезонах. Однако, что он мог увидеть, раз другое измерение на данный момент закрыто? Неужели кто-то опять открыл дверь в потусторонний мир для каких-либо целей? Согласитесь, это предположение имеет право на жизнь. Напишите свои мысли по поводу этого в комментариях, и лучшие попадут в следующее видео. Но точных подробностей мы пока что с вами не знаем. Далее, мы видим с вами очень странную сцену со старшим братом Уилла, который курит в своей комнате и как будто бы следит за кем-то в окно. И да, как вы считаете, не связано ли это его курение с любовью к Нэнси, оставшейся в другом городе? Также пишите в комментариях. Далее мы видим с вами машину развозчика пиццы, за рулем которой никто иной, как звезда школы города Хоукинс, Стив Харрингтон. Честно признаться, с длинными волосами я его еле-еле узнал. Думаю, этот самый наглядный пример того, что нужно хорошо учиться в школе и меньше шляться по базам русских военных. Но это я так, к слову. Впрочем, что странно, каким-то образом он также оказывается в этом городе, заезжает за Диной с Уиллом и отвозит их в школу. Далее мы видим новую школу Уилла и Дины и их первый учебный день. Как нам показывает трейлер, у Дины он особо не задался, так как в самый же первый день у нее появляются проблемы с новыми знакомствами, о чем нам может говорить данная сцена, а также микробуллингом одноклассников. На все это она старается не обращать внимания. Однако все мы с вами понимаем, что рано или поздно у нее закончится терпение и всем этим выскочкам придется несладко. Разумеется, в рамках разумного. Далее нам показывают сцену с уже повзрослевшим Майком, который читает это самое письмо, отправленное ему Диной из Калифорнии, и после этого со словами «У нас будут лучшие весенние каникулы в истории» начинается полный хаос. И как вы считаете, является ли данная фраза про весну намеком на дату выхода? 2022 год, весна, все сходится. 4-й сезон был доснят уже в сентябре, а значит, данная дата выхода, скорее всего, может оказаться правильной. Однако, спешу вас огорчить, лето 2022 года, официальная дата выхода 4-го сезона. И теперь нам остается только ждать. Идем дальше. После этих самых слов мы видим с вами 11, которая, судя по ее выражению лица и странной комнате, скорее всего, была похищена и прямо сейчас находится в каком-то непонятном месте. И похищена не кем-то, а собственным отцом. Дальнейшие события показывают нам сцену с Джойс, которая, судя по действиям, распаковывает старые вещи и находит какую-то старую куклу в красном платке и в платье с бахромой. И вот здесь, скажите, как вы считаете, похожа ли данная кукла на русскую? Ведь если это действительно так, то скорее всего только что мы увидели с вами внеочередной намек от авторов очень странных дел на какой-то сюжетный кейс, связанный с русскими. И напомню вам, что после того самого рокового момента в конце 3-го сезона Хоппер оказался у русских. Совпадение? Пишите в комментариях. Ну а далее начинает происходить просто сногсшибательные действия. На дом семейства Байерс начинается штурм, и Майк вместе с Джонатаном оказываются в самом его центре. Судя по всему, в этот самый момент Майк приехал
приехал увидеться с Диной, так как начались каникулы, но ее не оказалось дома. Ну а штурм начался, разумеется, из-за того, что отец Дины узнал о том, что его дочь жива, и теперь живет в другом городе, однако каким образом до него дошла эта информация? Скорее всего, думаю, Дина не смогла сдержать свой гнев, и возможно, как я уже и говорил выше, ей пришлось использовать свою силу, которая, кстати, напомню вам, якобы у нее пропала. Подтверждением этого, думаю, даже может являться этот самый момент на площадке для роликов. Возможно, у Дины произошел нервный срыв, и ее сила вновь пробудилась. Однако, раз во время штурма Дины не было дома, тогда кто же ее похитил? Стало быть, возможно, новая организация. Эти люди в черном, которые занимаются отловом детей со сверхспособностями. Как мы можем заметить, люди отца Дины останавливают машину с 2 пассажирами, возможно, этими самыми людьми в костюмах, которые и смогли похитить 11. А значит, это может только одно. Диной заинтересовалась еще одна, пока что неизвестная нам организация. Далее мы видим, что эти самые люди передают 11 людям ее отца. Кадр меняется, и нам показывают возможный вход в ту самую секретную лабораторию, в которой и проводятся опыты над людьми со сверхспособностями. Все мы с вами помним тот трейлер, в котором нам показали лабораторию изнутри и комнату под номером 11. Так вот, скорее всего, Дина вновь попадет туда. Однако, судя по дальнейшим событиям трейлера, сможет оттуда сбежать, и на это есть очень веские доводы. Во-первых, самый последний кадр нового трейлера, в котором нам отчетливо видно то, что Дина находится на воле. И да, это 100% она. На это указывает ее одежда, в которой она уже ранее появлялась в тизере. Ну а во-вторых, подстриженная голова, как по мне, здесь вопросы излишни. Добавлю только то, что будь у Дины прежняя прическа, она бы по-любому была бы видна с этого ракурса. Однако мы ее не видим. Последний момент трейлера показывает нам очень многое. Во-первых, это то, что Дина вновь пробудила свои способности, да даже до такого уровня, что теперь в одиночку она может противостоять целой армии. Ну а во-вторых, факт того, что вся та техника, которая была предназначена для того, что скорее всего куда-то ее перевести, была самолично ею и уничтожена. Если данная сцена будет заключающей, то скорее всего прямо сейчас мы заспойлерили себе финал 4-го сезона. Однако, чего я не могу понять, так это вот этих сцен. Для какой цели нужно было пригонять технику с солдатами, которая после окажется уничтоженной? И зачем нам показали перестрелку одних солдат с другими? Могут ли быть эти сцены связаны? И как я и говорил выше, заключаться в наличии двух сторон. Допустим, одна сторона нашла Дину и захватила ее, те люди в черном. Далее, люди отца Дины перехватили 11 и отправили в лабораторию. После организации, у которых была украдена девочка, это не понравилось, из-за чего они и пошли на штурм лаборатории. Ну а итог мы с вами знаем. Что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Вот таким вышел разбор нового трейлера 4-го сезона «Очень странных дел». Надеюсь на вашу поддержку под этим видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу показанных сцен. К слову о сценах, я не разобрал одну сцену, так как думаю, она не особо нуждается в разборе. Ведь и пню понятно, что ребята едут спасать Дину из страшных лап похитителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а вы были на канале Лаэра. Всем пока!